Привет, ребят! С вами я, Алина Федорова, я модель, а также основатель онлайн-фитнес-платформы Wyspens. Как вы знаете, я веду здоровый образ жизни, но несмотря на это, я люблю вкусно покушать. И поэтому у нас сегодня будет рубрика рецептов. Сегодня я вам покажу 3 варианта вкусных и, главное, полезных обедов. Они содержат в себе немалое количество углеводов, но вас это не должно пугать, потому что углеводы нужны нашему организму так же, как и белки, и жиры. Самое главное, чтобы это были полезные, медленные углеводы. Ну и, конечно же, вы должны вписываться в свою норму калорий. Углеводы участвуют во многих процессах, которые происходят в нашем организме. Это обмен веществ, это то, что питает наш мозг, наши мышцы, то, что дает нам силу, энергию, тренироваться, заниматься спортом. Поэтому я категорически против различных безуглеводных диет. По крайней мере, я считаю, что большинству людей это все-таки не подходит. И в сегодняшнем видео я вам покажу, как можно разнообразить свое меню и как сделать его более интересным, вкусным и при этом полезным. Поэтому давайте перейдем к первому рецепту. Итак, для первого рецепта, это будет фаршированный батат, нам понадобится 2 батата. Это сладкий картофель, он очень полезный, там много клетчатки, железа, кальций и просто он очень вкусный. Например, я его люблю больше, чем обычный картофель. Китайская капуста, там тоже очень много клетчатки и полезных витаминов. 1 огурец, 1 лимон, немного петрушки, семена кунжута, перец алеппо, кунжутная паста, мисо-паста, нут, а также специи, то есть здесь вы можете выбрать по вкусу. Я взяла сушеный укроп, петрушку, соль, также у меня оливковое масло и масло авокадо. Рецепт приготовления этого блюда очень простой. Сейчас нам нужно просто разрезать батат пополам. Все это выкладываем на противень, использую масло авокадо, затем добавляем специи. Так, наш батат выглядит прекрасно, его пора класть в духовку. Она у меня уже, кстати, разогрелась. Я поставила на 425 градусов по Фаренгейту. И теперь где-то запекать это нужно, в течение получаса. Сейчас нам нужно будет нарезать нашу зелень. Это капуста, огурец, петрушка. Так, теперь все можно это высыпать в эту посудину. Высыпаем огурцы, петрушку, а капусту мы пока не трогаем. Мы ее будем немножко обжаривать. Затем добавляем нут. Можно добавить еще сушеную петрушку, укроп, немного соли и оливковое масло. Выдавливаем половину лимона. И все это хорошенько перемешиваем. Так, у нас получился такой салат. Сейчас мы будем обжаривать китайскую капусту. Я беру сковороду, также я буду это делать на масле авокадо. Кстати, очень удобная штука, она в виде спрея. Мы смешиваем наши 2 пасты. Пасту тахини, это кунжутная паста, мисо-паста, перец алеппо. Добавляем специи по вкусу. В принципе, любые можете добавить. Я добавила соль, укроп, немного воды и лимонного сока. Теперь все это перемешиваем. Картофель наш готов, сейчас можно его немножко помять. Для этого я просто беру вот этой вот такой деревянной лопаткой и просто надавливаем. Берем, перекладываем нашу картофель на тарелку и затем мы уже будем доделывать последние штрихи, выкладывать поверх то, что мы готовили, соус, овощи. Теперь выкладываем все сверху на картофель. Начинаем с китайской капусты. Как это вкусно пахнет и выглядит.
Следующий слой у нас идет огурцы, нут. Все это тоже равномерно выкладываем. А теперь пришла очередь нашего соуса. То есть тут уже смотрите на свое усмотрение. Он довольно соленый за счет мисо-пасты, поэтому если вы не любите какие-то такие остро-соленые специи, соусы, то можете по минимуму положить соус. Если вам нравится, положите побольше. Ну и последний штрих – это наши семена кунжута. Просто посыпаем ими сверху наше блюдо, и затем можно добавить еще тоже немножко перца алеппо. И вуаля, все готово. И переходим к следующему блюду, это будет карри. Его приготовление тоже очень простое. Для этого нам понадобится коричневый рис, зеленый горох, имбирь, чеснок, хлопья из кокоса, арахиса, также пудра томатная, карри, чили, кокосовое молоко такое в банке, я его очень часто использую в своих рецептах, лайм, японский батат и соус чатни из тамаринда. Итак, для начала нам нужно нарезать батат такими крупными кубиками. Также можно вот этот горошек разрезать, ну, буквально пополам. Все это мы будем потом тушить в духовке. Кстати, батат можно, в принципе, почистить, если есть желание, вот таким приспособлением. Оно очень легко чистит картофель. Прям очень удобная штука. Но, опять-таки, это не обязательно. Вы можете тушить это и в кожуре, но я предпочитаю, кстати, избавляться. Так, теперь сюда мы выкладываем батат и горох. Специи кладем по вкусу. Так, теперь это отправляется в духовку. Пока у нас печется батат в духовке, мы можем сварить рис. Нам понадобится 2 стакана воды, затем добавляйте специи, опять-таки по вкусу, и варим это где-то примерно 20 минут. Так, сейчас нам нужно нарезать имбирь и чеснок. Раньше я вообще терпеть не могла имбирь, меня от одного запаха просто воротило, и мне мама постоянно заставляла его с чаем пить, и говорит, это полезно от простуд и всякое такое. Мне понадобилось очень много лет, чтобы привыкнуть к этому вкусу, и сейчас мне он тоже нравится. То есть я сейчас сама готовлю, тоже часто в чай кладу, покупаю тоже различные имбирные чаи уже готовые. Теперь все это высыпаем в блендер. Нам, в принципе, нужно практически все, что у нас есть здесь, перемешать. Добавляем сюда соус, затем кокосовые хлопья. Мы добавляем все, кроме арахиса. Так, посыпаем пудру. Кстати, пудра чили, она острая, поэтому здесь вы можете положить на свое усмотрение. Например, я могу чуть-чуть положить совсем. Раньше я вообще не могла есть острое, сейчас я уже привыкла к острой еде. Я люблю очень мексиканскую кухню, хотя пару лет назад для меня это было невозможно есть. Выдавливаем половину лайма. И затем выливаем в стакан воды. Все, мы сюда в блендер уже положили все необходимое, теперь осталось это хорошенько перемешать. Так, ребят, я забыла сюда добавить соль, поэтому я сделаю это прямо сейчас. Теперь наша задача взять это, перелить на сковородку, добавить туда кокосовое молоко, и это мы протушим несколько минут.
Итак, все готово, уже карри готов. Сейчас берем этот батат, высыпаем содержимое в наш соус, также туда же добавляем рис, и в принципе все, блюдо готово. Ну и последний штрих, все это мы посыпаем миндалем. Я здесь, в Лос-Анджелесе, полюбила очень индийскую кухню. Раньше вообще была с ней не знакома. Так как у них очень много, кстати, различных вегетарианских, веганских опций, то мы начали захаживать в такие рестораны, и действительно очень вкусно. Ну, нужно привыкнуть, потому что у них специфические специи, они могут изначально не понравиться, но наш организм быстро ко всему привыкает. Ну и последний рецепт на сегодня. Для него нам понадобится микс риса с киноа, кунжутные семена, джем с абрикоса, веганский заменитель мяса, он сделан из соевых, бобовых, различных овощей, также морковь, зеленый лук и зеленый горох. Еще соевый соус тамари и рисовый уксус. Для начала нам нужно будет поставить вариться рис, чтобы не терять время. Нам понадобится 2 стакана воды и рис. Теперь нам нужно измельчить, в принципе, все. И морковь, и зеленый лук, и горох, и вот эти бобовые. Это мы нарезаем просто в таком вот формате. Как вы видите, оно рассыпается. Его несложно резать. Теперь нам нужно обжарить и овощи, и этот заменитель мяса, все нужно по отдельности сделать. Давайте, в принципе, с овощей начнем. Так как мы недавно переехали, у меня новая кухня, и благо комфорки позволяют, можно готовить все одновременно. У меня теперь их 6, и ничто друг другу не мешает, поэтому вообще замечательно. Поэтому можно, в принципе, это тоже уже обжаривать. Наш соевый заменитель мяса уже практически готов. Нам осталось добавить сюда вот все содержимое. Наш джем, соус тамари, уксус и кунжутные семена. Ну что, ребят, уже все готово. Рис сварился, овощи готовы. Осталось только разложить, сделать такой боул, и все, наш обед готов. На этом, ребята, у меня все. Я надеюсь, что видео вам понравилось. Обязательно попробуйте повторить эти рецепты, сходите на шопинг. Также помните о том, что если вы не можете найти какой-то продукт, ничего страшного. Всегда можно найти какую-то альтернативу, какую-то замену. Просто включите фантазию, в конце концов погуглите и посмотрите, чем можно что-то заменить. Я уверена, что у вас все обязательно получится. Ставьте лайк, ребят, подписывайтесь на мой канал, а мы скоро увидимся. Пока!